Уважаемые телезрители, у нас сегодня в гостях программа «Открытый эфир». На телеканале АТВ необычные гости. Досточтимый Тэло Ринпоче. Я правильно назвал ваше имя? Вы уж меня простите, если я что-то перепутаю. Глава буддистов Калмыкии, но человек, проживающий в Соединенных Штатах Америки. Я так понимаю, да? И досточтимый Гише Самтан, ректор университета Асатаны. Правильно я выразился? Асатани? Сарнат. Извините меня, пожалуйста. Да? И помогает нам в сегодняшнем разговоре очаровательная Юлия Жиронкина. Она личный переводчик Далай-ламы XIV и директор фонда «Сохраним Тибет». Еще раз всем здравствуйте. Первый вопрос к вам, досточтимый. Хочется спросить, что такое перерождение? Вы ведь перерожденец? So the first question is, what is reincarnation, since you are reincarnated Lama? No, to explain the whole process of reincarnation, of course, we have very limited time. Конечно, у нас мало времени, чтобы объяснить весь процесс реинкарнации. But in the Buddhist concept, we live in the before life and the afterlife. Но согласно буддийскому мировоззрению, мы верим в существование прошлых и будущих So рождений. it is not only that I am also reincarnated, Так что в этом смысле не я один здесь реинкарнирован, but all living beings но все живые существа are перерождаются. reincarnated. Все реинкарнации. The reasons that a few individuals are labeled as a Tulku or Причина, Rинпоче, почему лишь нескольких людей называют Тулку, Ринпоче, ламу it is перерожденцы, with the idea заключается в том, for the previous reincarnations legacy что to предыдущее continue. воплощение этого человека оставило наследие, и чтобы это наследие продолжило свое In the present существование life, в нынешнем and from a перевоплощении, very young age they are groomed and то trained and новое воплощение educated. такого человека распознают и потом дают ему соответствующее образование, его тренируют должным образом. А как вас распознали? So how you were Перебил. recognized? Well, I was recognized at the age of 7. Меня распознали в 7-летнем возрасте. But anyway, before that, I was very interested in becoming a monk. Но еще до этого я был очень заинтересован в том, чтобы стать монахом. Though I was born in the U.S., Хотя я родился в Соединенных Штатах. so to begin with, that was very unusual, В целом говоря, это был очень необычный факт. where other children want to be doctors, they want to be presidents, they want to be policemen, they want to be firemen or what, so on. But in my case, it's always been an interest to become a monk. Другие детишки хотели чего-то другого, они хотели быть пожарниками, быть полицейскими, космонавтами, да кем угодно. А меня привлекала только стезя монаха. So these are what we call in the Buddhist concept karmic imprints Это of the то, что previous life. согласно буддийским концепциям мы называем кармические отпечатки из прошлых жизней. So with the desire to become a monk, my parents sent me to India. Так что, поскольку у меня было такое горячее желание стать монахом, мои родители отправили меня в Индию, To Drupungama Monastery. в монастырь Дрипунгама. And at that time of joining the monastery, the elder monks, senior monks, monks saw something unique and something different in me. И когда старшие монахи понаблюдали за моим поведением, они обнаружили какие-то необычные для них качества, необычные свойства. And they said maybe this is possibly a reincarnation of a high lama. И они сказали, может быть, этот ребенок воплощение какого-то большого ламы. So, at that time, the abbot of Gomang Monastery was from Buryat. Кстати, His name was Agwanyima. В те времена настоятелем монастыря Дрипунгаман был как раз учитель родом из Бурятии, Агван Нима. So he informed His Holiness Он проинформировал о своих наблюдениях его святейшества Далай-ламы, by saying that, could it be that this child from America of Mongolian nationality, could it be that he is a reincarnation? Он сказал, вполне возможно, что этот ребенок, этот маленький мальчик из Америки, на самом деле новое воплощение какого-то высокого ламы. So there was many highly learned Mongolian scholars from Buryat, Kalmykia, as well as Tuva and Inner Mongolia and Mongolia as well. So His Holiness said, bring a list of high lamas who have passed away in the past 15
to 20 В years. те годы было много старших лам из этих регионов, из Бурятии, из Калмыкии, Тувы, из Монголии. И его святейшество Далай-лама попросил: пожалуйста, принесите мне список всех имен тех лам из этих регионов, которые ушли из жизни сравнительно недавно. So they compiled a list of 15 high lamas. И вот так был составлен список, в который вошли 15 имен. And there was a few Buryat lamas in that name list as В этом well. списке было и несколько имен бурятских лам. And it finally it narrowed down, and I was recognized as the reincarnation Постепенно, of a high Mongolian lama. In Mongolia, they call it Tэло. постепенно круг сужался, круг поисков, и было принято решение, что я новое воплощение очень известного знаменитого монгольского ламы по имени Делова Хутухту. So the process is that once after divinations and certain rituals are performed, then the Dalai Lama gives a recognition. Обычно все происходит так: его святейшество Далай-лама, он производит гадания, и на основе этих гаданий, наблюдений он выносит суждение, что этот ребенок воплощение And такого there's же a ламы. small enthronement ceremony, За этим следовала небольшая церемония возведения на трон, and the training begins. а после этого началась учеба. But in my case, I wouldn't say I had a extraordinary training. Ну, конечно, в моем случае не могу похвастаться тем, что я прошел какое-то удивительно хорошее образование, Because the Tibetans were living as a refugee at потому that что time. в те годы тибетцы жили как беженцы. The conditions were not as same as they were in Условия Tibet. были совсем не такие, как они были прежде в Тибете. So the household that I lived in had many other students as well. В том доме, где я жил, вместе со мной жило очень много So, других маленьких монахов. Nothing much really changed, other than my title. Так что в моей жизни с того момента мало что переменилось. Разве что я получил новый титул. So the training, the education system was pretty much the same. А система образования, она была приблизительно одинаковой для всех. So that's how it all began. Вот так все началось. А сейчас вы живете больше в США или в России? I spent half and half. Я провожу 50% своего времени в Калмыкии, в России, 50% в But Америке. not only between US and Но, честно говоря, моя жизнь Russia. распределена не только между Америкой и Россией. The last 3 years, Последние 3 года there's been a lot of traveling. я to очень other много countries. путешествовал в самые разные страны. I spent quite some time in India, but not as much as I would love to. Довольно много времени я проводил в Индии, но, правда, не столько, сколько мне хотелось бы. А трудно руководить, как бы живя в Америке, калмыцкими буддистами? I think in my life I've matured and found a balance, which is very important. Знаете, постепенно я достигаю зрелости, и мне удается поддерживать нужное равновесие, нужный баланс. Я считаю, это очень важно. But one thing I want to make clear is I was a monk for 13 years. Но я хочу одно сказать очень ясно. Я был монахом 13 лет. I'm no longer a monk now, Сейчас я уже более не so монах. I lead a secular life. Я веду жизнь буддиста-мирянина. But nevertheless, the unique thing is about being a reincarnation or recognized as a reincarnation is nobody will be able to take away my title. Ну, So that один- remains with me for the rest of my life. Один плюс того, что ты являешься реинкарнированным ламой, заключается в том, что твой титул Ринпоче, титул Тулку у тебя никто не отберет. So that's всегда с because of that, how to say, privilege, I've been able to hold on to my position as the Shajin Lama of Kalmykia for the Благодаря last 22 years. Этой привилегии я и сохраняю за собой пост Шаджин Ламы, главы буддистов Калмыкии, последние 22. 22 года. Yeah. But that's not something I intend to hold on for the rest of my life. Но я, правда, не планирую этот титул оставлять за собой до конца своих дней. Just like many monks from Buryat, there's many monks who are also studying in India from Kalmykia. as Подобно well. тому, как есть очень много бурятских монахов, есть очень много и калмыцких монахов, которые проходят соответствующий курс So обучения. once they finish their studies, get their Geshe degrees, and slowly will hand over all the responsibilities to the younger generation. Они будут получать образование, постепенно получат звание геше, доктора философии, и я надеюсь, что однажды я смогу свои полномочия передать молодежи. So that's how it should be. That's how I Так believe. это должно быть, я в это верю. Of course, in
Buddhism in Buryat, Tuva, Kalmykia, we all suffered tremendously under the communism. Конечно, все мы буддисты Бурятии, Калмыкии, Тувы в свое время очень пострадали от рук коммунистов. Our system was polluted. Наша буддийская система была загрязнена. So, you know, since the collapse of the Soviet Union, all of us went through a process of reintroducing, reviving, and reinventing. Но с момента распада Советского Союза все мы во всех 3 республиках стали проходить один и тот же процесс возрождения, восстановления. Мы заново придумывали эту буддийскую веру, которая была у нас прежде. Cleaning process Это процесс очищения. is always takes much longer than it was polluted. Но обычно гораздо проще загрязнить, чем потом очистить. But we are very optimistic about it. Но мы смотрим в будущее с оптимизмом. And you know, and I think that with the blessings and the guidance of His Holiness the 14th Dalai Lama, Благословение и наставничество Его Святейшества Далай-ламы все время с нами. I think everything will work out just fine for all of us. Так что я думаю, у всех у нас все на этом поприще сложится удачно. Спасибо. И буквально несколько слов досточтимому Геше Тэло. Вот тяжело быть монахом, ученым. Гишла, is it difficult to be monk and scholar? Yeah, actually, you see, to be a monk is very challenging. Честно говоря, даже монахом-то быть очень сложно. Вот поэтому вот интересно, как вы к этому пришли? So how you became monk? I actually became monk at a very young age. Я стал монахом в юном возрасте. Because my parents used to tell me that at a very, very young age, I used to like monkhood. I used to play the, you know, the ritual rites and, you know, those instruments as my, you know, toys. Мои родители рассказывали мне, что когда я был маленьким мальчиком, я все время притворялся монахом. Я изображал, как будто бы выполняю какие-то ритуалы, и моими игрушками были ритуальные предметы. And always wanted to a monastery or a temple. Меня всегда тянуло в монастырь, в храм. And always wanted to be associated with the monk. И всегда я хотел водить дружбу именно с монахами. So I became a monk at a very, very young age. Так что я стал монахом в очень-очень молодом возрасте. Ceremonially, my ordination took later, but actually, from my family's, side, they made me monk at the age of 4. Мое официальное посвящение в монахи, конечно, произошло позже, но что касается моей семьи, они позволяли мне жить как монахом уже с 4-летнего возраста. Вот вопрос к вам, как к ученому, как к профессору. Что нового привнесет буддизм в 21 век, на ваш взгляд? My question to you as a scholar and professor, what new can Buddhism give to a person of 21st century? Yeah, before that, continuing the earlier question, although I became monk when I did not realize what really monk is, but after coming into the monkhood and maintaining that life, now I feel that I'm very fortunate to have this life. Знаете, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, когда я стал монахом, я не очень хорошо понимал для себя, что такое этот монашеский путь. Но впоследствии, когда я повзрослел, и мне открылась эта стезя монаха во всей ее полноте, я стал понимать, насколько мне повезло, что я выбрал для себя путь монаха. And this life has a great opportunity to do practice. Потому что если ты ведешь жизнь монаха, то у тебя есть колоссальная возможность посвятить жизнь буддийской практике. And then your next question about being a monk and scholar, what we can do for 21st century, I think that we can contribute a lot to 21st century, to the society, to culture, to education, and to science. In many ways, we can do a lot. We can contribute a lot. Знаете, если говорить о вашем втором вопросе, то если ты монах, а к тому же еще ученый, то ты можешь очень и очень много сделать для современного мира, для мира 21 века. Ты можешь внести свой вклад в развитие культуры, а в сегодняшнем мире ты можешь также способствовать и развитию науки. То есть, а где вот эта грань между религией и наукой, она вообще существует? So do you think there is some kind of a border
dividing science and religion, or there is no such well-determined border? Actually, you see, science is, if you think about science as a modern science, confined to the modern science, they have their own, definitions, right? But if you look at the science as a way of looking into the reality and in mode of investigation, then that is to find a reality. So the scientists have done it primarily on the external and material world, whereas the Buddhism has explored in the inner world and mind. So we have a very similar kind of approach in terms of the mode of investigation and motivation, and to objective of finding the reality. So from that point of view, the Buddhist science and the modern science do not differ a lot, but our objectives are so far different. Конечно, если вы понимаете под словом наука только современные отрасли науки, тогда, конечно, здесь есть свои определения, которые ученый мир дает тому, что такое наука. Но можно посмотреть на науку и шире. Можно посмотреть на науку как на определенный способ исследования реальности, попытки ответить на вопрос, что такое реальная действительность. И здесь до сегодняшнего момента представители современной научной мысли в основном посвящали себя изучению внешнего материального мира, в то время как мы, буддийские ученые, представители буддийской науки, занимались точно такими же исследованиями, но изучали внутренний мир человека, изучали сознание, изучали ум. Но в наших подходах очень много общего. Просто пока мы ставим разные цели, что именно мы исследуем. Огромное вам спасибо за участие в программе. Я понимаю, что вы устали, и очень много сегодня у вас было работы. Хочется от нашей телекомпании, от всего нашего замечательного коллектива пожелать вам в первую очередь здоровья, и чтобы вы почаще приезжали к нам в Бурятию. Мы с удовольствием будем вас встречать и общаться с вами. Спасибо. Спасибо большое.